Сегодня мы поговорим о 26 апреля. На просторах интернета я встретил информацию, что если бы не нажали кнопочку Z5, то как бы ничего бы и не было. То есть наводит на мысль, что этим можно было предотвратить аварию. Так ли это? И есть какие нюансы в этом? Зависит от хронологии, то есть смотря в какой момент. То есть, ну, так можно, наверное, издалека начать, просто иначе не совсем понятно получится. Давай начнем, вот, то есть, когда остановились на 50%, да, и когда поступила днем вот эта злополучная команда диспетчера, ну, о том, что нельзя дальше снижать мощность. Ну, то, что это, я про это уже писал, что такая команда или просьба диспетчера была абсолютно правомочной, потому что шло плановое снижение мощности. Вот, и диспетчер в таких ситуациях имеет право вмешаться. Когда, конечно, идет аварийная заявка, так называемая, и когда идет аварийный останов, то там никто, конечно, на это не смотрит, и там диспетчер не имеет права вмешиваться. Но мы не об этом. Вот. То есть, когда он задержал останов мощности на 50%, началось отравление, про это все говорят, все знают. Но дело в том, что то есть эта задержка была настолько длительной, что вот этот процесс отравления, он закончился. Он достиг своего пикового нижнего значения вот этой йодной ямы. И дальше пошел процесс уже разотравления. То есть пошло увеличение оперативного запаса реактивности. И оперативный запас реактивности вернулся к тому значению, которое он был на номинальной мощности. И он продолжал увеличиваться. То есть процесс разотравления, он продолжался. И он достаточно мощный. То есть, если бы они продолжали стоять на 50%, то в конечном итоге оперативный запас реактивности вырос бы до величины, ну, примерно 40-45 стержней. То есть в самом начале он был 30 стержней, потом достиг пика в 15 стержней, вернулся на 30 и дальше бы продолжал увеличиваться вплоть до 40-45 стержней, вот, в зависимости от температуры графита и других величин. Ну, после этого, вот как только он вернулся к 30 стержням, поступило разрешение на снижение мощности, и они снизились с 50 до 20%. Но процесс разотравления продолжался. То есть пошли тут в этот момент два конкурирующих процесса. То есть процесс отравления, который после снижения с 50 до 20, но процесс разотравления продолжался. И какой процесс превалировал, мне, допустим, сложно сказать. Это надо считать, лучше всего это посмотреть на практике. Но на практике, как тогда было, это могли сказать только или Топтунов, или Трегуб. Он тоже может сказать. Вот. Или посчитать можно. Но в любом случае отравление, если и шло после снижения с 50 до 20, оно было очень медленно. Вполне возможно, что же нулевой процесс был, я говорю, то есть нельзя сказать, какой процесс превалировал. И даже после провала мощности ниже 100 мегаватт, я сейчас не буду говорить, до какого уровня они снизились, это спорный вопрос. И это все равно, то есть с 50 еще до 5%, ой, не с 50, с 20% снизились до 5%. Это увеличило процесс отравления, степень отравления, но не сильно. Все равно. И вот это расхожий миф о том, что после этого подняли мощность до 200 мегаватт путем извлечения стержней. Неправда. То есть отравление, как такого интенсивного отравления в этот момент не шло. То есть это происходило где-то в районе 0,30, они стабилизировали мощность где-то 0,40, ближе к часу дня. То есть на этот момент, у Карпанова, во всяком случае, в книге данные есть, что запас реактивности был порядка 17-19 стержней. И по данным свидетелей тоже называется вот эта цифра 17-19 стержней. То есть количество стержней было вполне регламентным. Поэтому... А может быть, даже оно и росло в этот момент, я же говорю, то есть это надо считать или смотреть на практике. Запас упал ниже, условно, регламентной величины. Я про это тоже много писал, что на самом деле регламент в этом смысле можно трактовать по-разному. Я считаю вообще, что нет у него ограничения по нижней планке в переходном процессе.
ну пусть там, условно назовем цифру в 15 стержней, он упал ниже этой величины, там, до 7-8 стержней, не из-за отравления, а из-за того, что кратковременно увеличен был расход питводы. Там по разным причинам. Вот. В первую очередь из-за того, что включили дополнительные ГЦНы. Вот. Они откачали воду с барабан-сепараторов, соответственно, с питательных насосов ВИУП должен был подать увеличенный расход питводы. Питвода холодная, она привела к снижению температуры воды в КМПЦ вообще. Причем, кстати, Столярчук не рассказывает, нигде не упоминает. Столярчук, да, но там опять... Это же его работа была. Там опять, вообще, это, по идее, должна отрабатывать автоматика. Автоматика. Да, то есть тут можно все списать на автоматику, и, в принципе, оно так и должно быть, просто не такими резкими скачками. Но это другой вопрос, просто как факт. То есть запас реактивности упал кратковременно, буквально на 2 минуты, снизился там с 15 условно стержней до 7-8, а потом он уже когда начались, собственно, выбег, он вернулся к этому значению. То есть на момент нажатия кнопки АЗ5 запас реактивности был регламентным. Больше 15. На основании чего ты делаешь такой вывод? Во-первых, есть зарегистрированная диаграмма стержней. Движение стержней автоматического регулятора. На сайте Дмитриева на Sidon.ru они опубликованы. Во-вторых, есть физика процесса, которая иллюстрируется диаграммой разотравления реактора. Есть она тоже официальная, и причем не расчетная, а замеренная на реальных режимах снижения мощности, то есть показаны графики падения оперативного запаса реактивности. То есть в самом тяжелом случае, когда мы с аварийной скоростью снижаемся там, со 100% до 50%, у нас оперативный запас падает не более вот такой-то величины, на этом графике указано. Если ее прикинуть на тот момент, то вот согласно этого графика оперативный запас реактивности на момент нажатия кнопки АЗ5 он физически не мог быть по причинам отравления ниже, чем 15 стержней. Точка. Вот и все. Поэтому он мог быть ниже, но по другим причинам, по причинам увеличения расхода питводы. Что и произошло за 2 минуты примерно до нажатия кнопки АЗ5. И именно в этот момент произошел сброс снимка положения стержней. И этот снимок пошел в расчет оперативного запаса реактивности, который сделали уже значительно позже, после аварии. Ну и это вошло в ИНСАК-7 и так дальше, и ставится в вину персоналу. Хотя, с моей точки зрения, это совершенно некорректно. То есть обвинять персонал в нарушении параметра, которые они не контролировали и они не видели этого значения. Так вот, по поводу нажатия кнопки АЗ5 и, то есть, или ее не нажатие, что могли или не могли остановить. Вот этот момент в хронологии, когда они вышли на мощность 200 мегаватт, то есть порядка часа ночи, и до начала выбега. Да, 200 мегаватт тепловых, и до начала выбега, где в час 23 минуты. То есть в течение этого момента тут надо, вот как я уже в самом начале сказал, надо смотреть, какой процесс превалировал. Что было больше, мне сказать сложно. И поэтому, вот если превалировал процесс отравления, то если в этот момент просто бросить и ничего не делать, то реактор заглохнет из-за отравления. Вот, и не нажимать кнопку АЗ5 или еще там что-то, он сам заглушится из-за отравления. Через какое время сказать тоже сложно. А вот с момента начала выбега, то есть когда перекрыли подачу пара на турбогенераторы, когда турбогенератор начал снижать обороты, соответственно, начался падать расход главных циркуляционных насосов, подключенных к выбегающему ТГ, начал падать расход питательных насосов, то есть начал падать расход питательной воды. Все это приводит к увеличению паросодержания в итоге и идет ввод положительной реактивности, не мощности. Мощность не растет. Этот ввод положительной реактивности отрабатывает автоматический регулятор. Вполне возможно, что в этот момент работает и СИУР, то есть помогает автоматическому регулятору ручными стержнями. Этого нигде не зарегистрировано, не видно, это только можно предполагать. Либо он ничего не делает. Вот эти 40 секунд, пока идет выбег, примерно 40 секунд. Вот если в этот момент ничего не делать, то тогда мощность будет расти. То есть в конце концов регуляторы выйдут на нижние концевики, все 3 регулятора.
И после этого, то есть регуляторы все отключатся, и мощность будет расти. Если в этот момент не нажимать кнопку АЗ5, то в конце концов защита АЗ5 сработает автоматически. И произойдет то же самое. Хотя я-то считаю, и в первом интервью я сказал, что если бы Топтунов не отпустил кнопку АЗ5, когда я нажал, то все равно бы ничего не произошло. Ну, то есть выводы у меня основываются, во-первых, на том, что до этого момента в подобных, в похожих ситуациях реактор глушили неоднократно и ничего не происходило. Вот. А второй факт это то, что даже еще третий есть факт. Второй факт это то, что почти он уже доказанный, что кнопка нажималась 2 раза. То есть это зарегистрировано на 2 распечатках. Если их между собой сравнить, есть определенный анализ. В одной из статей там одного из работников Никея, сейчас не помню фамилию, он там по другой причине проводил анализ этих 2 распечаток и на логике, основываясь на принципах работы системы регистрации этих параметров, он однозначно делает вывод, что кнопка нажималась 2 раза. С перерывом там секунда, меньше секунды. Вот. Ну и третье, это то, что в противоаварийных мероприятиях есть одно из мероприятий, это внедрение режима запоминания сигнала АЗ5, которого до аварии не было. То есть после аварии одно из первых мероприятий, которое появилось, это запоминание сигнала АЗ5 на 40 секунд. То есть независимо от того, нажата кнопка или не нажата, сигнал запоминается и работает. Да. И кнопку переделали в ключ с фиксированным положением. Включил и все. То есть на основе этого я считаю, что если бы Топтунов просто нажал кнопку АЗ5 и не отпускал ее, то реактор был бы заглушен. Почему он отпустил, это уже у меня есть предположение, потому что в этот момент, то есть идет, вот я про это начал говорить, ввод положительной реактивности. В зону идут непрерывно автоматические регуляторы поочередно. Одновременно они не могут идти поочередно. Там один выходит на нижний концевик, отключается, идет в следующий. В этой ситуации в регламенте есть соответствующий пункт, который требует немедленно снизить мощность реактора. Какую величину не сказано. А для этого есть специальная кнопочка. Или АЗ3 ее можно назвать, ускоренное снижение мощности. После аварии ее назвали как ускоренное снижение мощности. Но дело в том, что она действует на мощности выше 20%. В этот момент этой кнопки не было. Вот как один из вариантов, то есть Топтунов мог нажать кнопку на АЗ5 кратковременно, чтобы все стержни пошли в зону и отпустил ее, чтобы они остановились. Он не нажимал кнопку АЗ5 с целью заглушить реактор. У него такой команды не было. С целью снизить мощность. С целью снизить мощность, как того требует регламент. Вот этот работник Никея, про который я говорил, он там всего говорит про то, что дребезг кнопки был. Просто плохой контакт. То есть нажал, она из-за плохого контакта сигнал снялся, через некоторое время появился снова. Но то, что сигнала было 2, это однозначно. Я считаю, что вот если бы стержни шли непрерывно в зону, то реактор бы заглушился. Тут уже по-разному может быть. Или вручную ты нажал кнопку, или автоматически АЗ5 сработала бы. Она в любом случае, я считаю, сработала бы после начала выбега. Может, через минуту, через 2 она бы все равно сработала после того, как я сказал, после того, как регуляторы выйдут на нижние концевики, и все равно аварийная защита сработает. Либо по уровню мощности, либо по скорости нарастания мощности, неважно. Эти защиты не были отключены. Про что говорят тоже, что персонал отключил все защиты, это, конечно, тоже неправда. А роль смонтированной кнопки максимальной проектной аварии? Максимальная проектная авария. Для чего ее монтировали? Да. Ее смонтировали. Эта кнопка, по сути, она она выдавала команду на запуск дизель-генераторов в режиме МПА. То есть в режиме набора нагрузки, характерного для максимальной проектной аварии. То есть дизель-генераторы, они запускаются по разным причинам. Точнее, 2 даже причины. Либо при полном обесточении собственных нужд, у них там один алгоритм набора нагрузки. То есть к ним поочередно подключаются разные механизмы, трансформаторы и так далее и тому подобное. В режиме обесточения они по одному алгоритму подключаются. В режиме МПА
они запускаются по другому алгоритму. Но разница технологически между этими двумя причинами в том, что режим обесточения это просто запуск дизель-генераторов и подключаются эти механизмы. А в режиме МПА еще происходит запуск САОР. Вот. И на самом деле кнопка-то МПА была. То есть, причем с выбором половины, то есть САОР, она выборочно работает на ту половину реактора, на которой произошел разрыв трубопровода. То есть САОР предназначена для компенсации течи теплоносителя, вызванной разрывом какого-либо трубопровода к МПЦ. Так вот, две петли у нас есть, соответственно, у Виуба есть кнопка, ключ точнее такой, который выбор левой или правой половины, на которую запускать САОР. На самом деле она автоматически определяет. Но если то есть не происходит этого, не определился автоматика с выбором половины, тогда у Виуба есть ключ МПА. Но этот ключ он приводит к срабатыванию и кроме запуска дизелей, он приводит к открытию быстродействующих задвижек САОР. Вот. Поэтому, чтобы этого не происходило, чтобы не сработало САОР на горячий контур, даже на заглушенном реакторе, это аварийный режим. Его можно делать, может, один раз за всю эксплуатацию. Потому что, то есть это крайний случай, то есть когда у нас происходит разрыв трубопровода, тогда можно подавать холодную воду. А в данной ситуации разрыва трубопровода нет, неважно, заглушенный реактор, не заглушенный, это все равно плохо. Подавать ее нужно только когда произошел разрыв трубопровода. Поэтому в нашей ситуации этого делать, естественно, нельзя в испытаниях. И для этого была эта смонтирована кнопочка МПА. Она не приводила к срабатыванию АЗ-5. Она просто запускала дизель-генераторы в режиме набора нагрузки по алгоритму МПА. А в какой момент она должна была? Ее нажали? Ее же нажали, успели нажать? Да, ее нажали. По идее, ее должны были нажать одновременно с перекрытием подачи пара на турбогенераторы. Одновременно. Там, судя по показателям свидетелей, задержались с ее нажатием на 6 секунд. Но это не повлияло ни на что. По идее, в этот же момент должна была сработать АЗ-5 автоматически. Но она не сработала, потому что она была ранее отключена. И отключена она была в соответствии с регламентом, который требует отключить эту защиту при снижении мощности ниже 100 МВт. То есть, когда у нас мощность падает ниже 100 МВт, существует большая вероятность, что сработает, то есть кратковременно произойдет посадка клапанов стопорно-регулирующих, которые регулируют давление в КМПЦ. То есть, когда мощность низкая нагрузка у турбогенераторов, давление в КМПЦ может упасть ниже допустимого. Этого, чтобы не происходило, перекрывается, регулируется подача пара на турбогенераторы. Когда мощности очень низкие, ниже 100 МВт, может произойти полное перекрытие подачи пара. Автоматика это расценивает как остановку турбогенератора и глушится реактор. Но чтобы этого не происходило при пусках, требуется эту защиту отключить. Так и есть такие режимы, когда АЗ-5 отключается. Конечно. То есть их много. АЗ-5 по технологическим причинам, это один из примеров вот этот. А как пустить, если у тебя мощность ниже, то есть настолько низкая, что очень низкое давление в КМПЦ, и то есть не хватает просто мощности реактора, чтобы поднять давление в КМПЦ. А включает ее потом вручную или она сама? Да, вручную. Вручную. То есть по регламенту написано там при мощности более 100 МВт тепловых эту защиту можно включить. Регламент переключения включения накладок он называется. Это и сейчас так есть, и всегда было, и так будет, потому что по-другому нельзя. Конечно, хорошо, чтобы все защиты включались автоматически, но думаю, это трудно достижимо. То есть, по сути дела, сам-то испытания, вернее, прошли. Да, успешно. Да, они и до этого прошли успешно, когда предыдущие испытания просто тогда не вовремя, не зарегистрировали все параметры. Не вовремя включили осциллограф, там еще какие-то причины были. То есть не зарегистрировали все требуемые параметры для составления официального отчета по успешному проведению испытаний. Кстати, укороченные стержни поглотители, они были на тот момент установлены? И почему ими не воспользовались? Если говорить про тот диапазон до начала выбега
от выхода на мощность 200 мегаватт, точнее, от выхода на мощность 200 мегаватт до начала выбега, вот с 0,30 примерно до часу 23, то есть в тот момент можно было заглушить реактор, либо вообще бросив все и ничего не делая, если в этот момент шел процесс отравления. Отравление, да. Либо можно было заглушить, просто погрузив какой-либо стержень, или несколько, или группу стержней. А лучше всего, ну если помнить о концевом эффекте, то лучше всего в этот момент было заглушить реактор, погрузив стержни УСП. А в диапазон, когда уже пошел выбег, когда сработала защита АЗ5 либо вручную, то есть ее когда кнопочкой нажимаем, либо автоматически она должна была сработать. Если бы в алгоритм АЗ5 были заведены и движения стержней УСП по сигналу АЗ5, то, скорее всего, взрывов бы тоже не было, потому что то есть не проявился бы концевой эффект. Ну, они бы, входя снизу, гасили бы его. И вот это рационализаторское предложение, скажем так, его должны были реализовать вот именно в этот ремонт, на который шел 4-й блок. То есть он был запланирован на внедрение вот этого движения стержней АЗ5 по сигналу движение стержней УСП по сигналу АЗ5 именно вот в этот ремонт должны были реализовать. А что должны были сделать? Почему они до этого не использовались? Я точно не знаю. Скорее всего, там просто, в отличие от обычных стержней, которые по режиму АЗ5, они падают под своим весом практически. Там небольшая запитка у них есть, но все равно сила тока небольшая, когда идут стержни в зону под своим весом. Стержни УСП вводятся снизу, и когда одновременно 24 стержня нужно вводить в зону, то достаточно большой ток. То есть их втягивают сверху? Да. Сверху сервоприводы и на... чтобы не подумали, что снизу там толкает каким-нибудь поршнем или еще чем-нибудь. Нет, те же самые сервоприводы просто работают в обратном режиме. Если обычные стержни они опускают в зону, то укороченный стержень поднимает в это время в зону. Поэтому, чтобы стержень УСП шел в зону, необходимо подать довольно сильный ток. Когда один стержень это еще нормально, когда 24 стержня, ток достаточно большой. И, то есть необходимо было произвести реконструкцию линий электропитания, силовых линий электропитания. Это не точно, но я предполагаю, что вот так. Вот. Их можно было вручную ввести. 1, 2, 10, но вот сколько полностью, сказать сложно, там работала все-таки защита от токовой нагрузки. То есть при наборе слишком большого количества стержней замеряется ток, и если он превышает определенную величину, то сигнал на движение в зону отключается. А их вообще вводили до аварии? Они были. Нет, я имею в виду, вы использовали? В режиме АЗ5 нет. То есть вручную даже нет, а вручную никто их не конечно, конечно. И, как правило, большинство этих стержней, они погружены в зону, потому что, в идеале было бы, если бы у нас равное количество стержней опускалось сверху, и такое же количество опускалось снизу. Тогда бы распределение энерговыделения было бы равномерным. Но по факту у нас там 100 с лишним стержней опускается сверху, и только 24 стержня вводятся снизу. Поэтому, чтобы поддерживать равномерность энерговыделения, большинство укороченных стержней, они всегда введены в зону. То есть, в принципе, у операторов на блочном в какой-то определенный момент времени была возможность или ничего не делать и избежать, или вручную ввести. Если говорить вот про, с моей точки зрения, опять же, если бы они просто держали кнопку АЗ5 и не отпускали ее, то ничего бы не произошло в любой момент. То есть неважно там после начала выбега, до начала выбега, не важно, но это мое мнение. А с точки зрения ИНСАГа, то вот начиная где-то с момента, когда они начали включать ГЦНы, это где-то 1:09, начиная с этого момента, даже если произошло срабатывание АЗ5, то взрыв бы произошел. Но у них такое предположение, они это не точно пишут. Они пишут, вероятно, что вот даже срабатывание в тот период
защита АЗ-5 автоматически или там вручную, если бы нажали, то все равно взрыв бы произошел. Ну, если так рассуждать, то если в тот момент просто один стержень погрузили, или один стержень УСП ввели бы в зону, или несколько стержней УСП ввели в зону, или несколько стержней погрузили, то ничего бы не произошло. Ведь с точки зрения ИНСАГО авария произошла из-за того, что очень большое количество стержней шли с верхнего концевика. Вот. Не оперативный запас реактивности виноват. Я про это тоже в комментариях постоянно пишу, что связь между оперативным запасом реактивности и количеством стержней, идущих с верхнего концевика, она есть, но она слабая. Другими словами, при одном и том же оперативном запасе реактивности может быть совершенно разное количество стержней на верхнем концевике. И наоборот. Ну, простой пример. То есть берем 30 стержней, погружаем в зону. Какой будет оперативный запас реактивности? 30 стержней. Вот. Остальные все на верхнем концевике. И если в это время они пойдут в зону, то концевой эффект будет очень мощный. Потому что эти полностью погружены, а эти все идут в зону. И то есть произойдет то же самое. То же самое. А теперь берем ту же ситуацию. У нас 300 стержней, ну не 300, а там сотни стержней погружены на полметра. В пересчете на оперативный запас реактивности, он полностью погружен. Получаем те же 30. Мы получаем даже не 30, а там порядка что-то там 15 стержней, 12 я как-то считал. Вот. То есть кардинально другой оперативный запас реактивности. Но в этой ситуации концевой эффект будет нулевым. То есть нет связи между... Не из-за оперативного запаса реактивности произошел Сложный взрыв. аппарат вообще, блин. Оперативный запас реактивности, он на безопасность влияет, но очень слабо. Он влияет на один единственный параметр. Он влияет на паровой коэффициент реактивности. Но влияет слабо. Изменение оперативного запаса на 10 стержней, уменьшение оперативного запаса на 10 стержней увеличивает паровой коэффициент реактивности на 0,1. Когда паровой коэффициент 5 бета, был он 5, стал 5,1. То есть это ничего. Не столь существенно. Да, это не есть хорошо, но это не говорит, что вот мы уменьшили, получается, оперативный запас реактивности с 25 до 5 стержней, и все, после этого там что-то страшное происходит, да ничего подобного. Я раньше всегда думал, а почему вот только приняли смену, я по себе помню, что вот эти вот первые 30-40 минут после сдачи приемки смены, они не всегда спокойные. Вот, то есть пока входишь в работу, сразу что-то делаешь, регламенты и так далее. А здесь как раз, по сути дела, на пересменку, в первый час после смены начали испытания. Да. Повлияло ли это вот на эту, может даже не то что нервозность, а неспокойную обстановку? Чего было не отодвинуть-то на полчаса, на час даже? Да, согласен. Совершенно верно. То есть вполне можно было перенести, и это бы вполне возможно и спокойной обстановки. Да. Потому что это решение о том, что снизить мощность сразу перед сменкой, оно привело, по сути, к тому, что... Одна смена начинает опускаться, а другая смена подхватывает. Это, скорее всего, стало одной из главных причин того, что произошел этот провал мощности с 20% до мощности ниже 100 мегаватт тепловых. Там, то есть, тоже не выяснено, по какой причине, про это тоже может сказать сейчас только Трегуб. Вот. Но я могу предполагать, скорее всего, это произошло там не из-за того, что... то есть на этой уровне мощности лучше всего перейти с локального автоматического регулятора LARA на резервный AR. И переход, он происходит, LARA работает в автоматическом режиме, AR дежурный на автоматическом режиме. В нормальной ситуации, когда то есть стационарный режим работы, у этого ждущего AR, у него разбаланс, по которому он отрабатывает идти в зону или из зоны, у него нулевой. Но когда мы снизили мощность с 50 до 30, происходит рассинхронизация различных датчиков
там нужно подкорректировать, подровнять поле энерговыделения, это все занимает определенное время, а тут пересменка. А тут пересменка. И, скорее всего, Топтунов просто не заметил, что ЛАР вот-вот сейчас отключится, а тот, который в режиме ожидания АР, у него разбаланс большой положительный. И, видимо, это произошло. То есть ЛАР отключился там просто даже потому, что там какую-то часть стержней вышли на верхние концевики, и он отключается. А в обычной ситуации в это время тут же подключается резервный АР, и ничего не происходит. Но в этой ситуации, когда то есть пересменка, ему надо кучу разных операций выполнять, он просмотрел это, делает, конечно, не его вина. Вот, потому что это происходит сплошь и рядом, постоянно. АР включается с большим положительным разбалансом и начинает отрабатывать зону. Я, кстати, вот про это и тоже хотел сказать, что не из-за отравления снизилась мощность, а из-за того, что, допустим, АР ушел в зону, и то есть вот ту операцию, которую описывает Трегуб потом после этого, что они извлекали стержни. Они извлекали стержни не потому, что отравление произошло и возвращали мощность на прежнюю, а потому что компенсировали вот это движение 4 стержней АР в зону, и произошло снижение мощности. Они просто компенсировали, извлекли эти стержни и вернули мощность к прежнему значению. Да, то есть совершенно верно. Это одна из ошибок персонала, и я их перечислял в комментариях. То есть я бы даже сказал, это ошибка не самого персонала, а администрации. Не, это... перенеси это на часик позже, куда спешить? Администрация, из администрации там был один человек, Дятлов, его в этот момент вообще не было. То есть решение о снижении мощности принял НСС. Тогда персонал, да. Это 100%, это принял НСС. Тут, видимо, формально тогда не было запрета. Сейчас формально есть такой запрет на приемку, сдачу смены во время переходных режимов. Тогда, видимо, не было. Я не видел, во всяком случае, в каком-либо из документов, чтобы существовал такой запрет. Хотя, то есть, если опять начинать с самого начала, там, когда они были на 50%, и если бы не было вот этой задержки диспетчера, да, и они бы со 100% снизились бы до 20% без задержки диспетчера, вот, тогда бы отравление было очень мощным, сильным, и пересменки в этот момент бы не было, скорее всего. И тогда бы на все про все им оставалось там полчаса-час от силы. И тогда бы реактор бы точно заглушился самостоятельно. Вот, скорее всего. И скорее всего они испытания провели бы, успели бы за эти полчаса и час, которые были отведены на это время. И все. С этой точки зрения, да, задержка диспетчера повлияла. То есть много таких вот совпадений. Задержка диспетчера, приемка сдачи смены во время, сразу после снижения мощности. Выбор уровня мощности. Они не нарушили на самом деле ничего, когда выбрали уровень мощности в 200 мегаватт. Это было в рамках и программы. Я вот в первом интервью говорил, что там это Дятлов, это его как бы право было. На самом деле я потом повнимательнее почитал программу и увидел, что там пункт, который четко прямо разрешал такое снижение мощности до 200 мегаватт. Там прямо написано снизить уровень нагрузки турбогенератора до уровня собственных нужд. Уровень собственных нужд это как раз где-то 200 мегаватт тепловых. Вот. Просто это можно сделать по-разному. Либо можно именно снизить мощность реактора, а можно снизить нагрузку турбогенератора, а лишний пар сбрасывать мимо турбогенератора в конденсаторы. Но более грамотно и более правильно было бы именно снизить мощность реактора. Ну, изначально хотели, как я понимаю, то есть именно на 700 мегаваттах все-таки проводить испытания. Но вот это незапланированное падение мощности, потом дальше решили не поднимать выше 200. И вот. А почему опасно 200 мегаватт? Я, по-моему, тоже в первом интервью про это говорил. Не потому, что реактор там неустойчивый на этом уровне мощности. На низких уровнях мощности реактор неустойчивый, неправда. Нет, он неустойчивый, но по причине чего? Не по причине физики. А потому что на этом уровне мощности очень плохо работают регуляторы уровня барабан-сепаратора. Я сегодня уже упоминал об этом. То есть, когда включили дополнительные ГЦНы, они откачали воду из барабан-сепараторов, уровень барабан-сепараторов упал, а на этом уровне мощности там у него два регулятора, один пусковой, другой рабочий.
На этом уровне мощности пусковой уже не работает. То есть он полностью открытый, и он, ну, то есть его производительности не хватает. А рабочий регулятор, он очень грубый. И вот, то есть управляя вручную или автоматически, неважно, этим рабочим регулятором уровня в барабан-сепараторах, ну, скачки расхода питательной воды, которая регулирует уровень барабан-сепараторов, могут быть очень большие. И, как правило, на этом уровне мощности 200 мегаватт стараются не работать при пусках. Его стараются побыстрее пройти. Да, то есть подняться с 200 мегаватт дальше до 700. Нехороший. Ну, я понял, не по причине аппарата. Да, то есть плохо работают регуляторы уровня барабан-сепаратора. А скачки расхода питводы, они в конечном счете приводят к скачкам паросодержания. А паросодержание приводит к неустойчивости реактора. Вот и все. То есть вот эта цепочка в конечном итоге, да, она приводит к неустойчивости реактора. Но не потому, что сам реактор, у него физика такая, а уровень барабан-сепаратора плохо регулируется. Вот. И они знали про это. Почему они выбрали? Ну, это опять же выводы инсайда, низкий уровень культуры безопасности. И то есть, в первом интервью ты спрашивал, я тебе сказал, да, я согласен. Но само это понятие, оно появилось по результатам анализа причин аварии. То есть, проанализировав вот это все, и появился этот термин, низкий уровень, то есть вообще термин культуры безопасности, он появился как раз после анализа причин аварии. Хотя в выводах ИНСА, как говорится, что уровень культуры безопасности в первую очередь был низкий у разработчиков реактора РБМК, то есть, а не у персонала. Его просто вообще тогда не было. Никакого уровня. Ну да. Спасибо за разъяснение. А вам, пожалуйста, дорогие друзья, эта информация к размышлению. Вопросы пишите. Да. Будем задавать и разъяснять. Хотя сейчас времени у меня все меньше и меньше. Смотрите, отвечайте на вопросы. Будем жить, и пусть никто не уйдет обиженный. По аварии я еще могу много чего порассказывать.